Санкции. Как много страха вызывает это слово у режима Лукашенко. В наших 3 фильмах мы подробно, с фактами и доказательствами показали, как семья Лукашенко и их пособники систематически разоряют государственное предприятие Республики Беларусь. В заключении 3-го фильма мы озвучили сумму $5,5 миллиардов США, которые не пополнили государственный бюджет. Эти средства осели в карманах семьи Лукашенко и тех, кто участвует в их сомнительных схемах. Однако тема санкций была нами затронута лишь поверхностно. Между тем, это тот самый инструмент, который вызывает наибольший страх у режима и споры у так называемых экспертов демократических сил. Санкции – это камень преткновения, который существенно сокращает возможности для дальнейшего обогащения. И здесь важно отметить, нравится это или нет, но семье Лукашенко жизненно необходимо поддерживать работоспособность холдинга БелАЗ. Без его существования все эти схемы теряют какой-либо смысл. Однако санкции делают эту задачу все более и более сложной. Этот фильм будет целиком и полностью посвящен влиянию санкций на холдинг БелАЗ, а также мы расскажем о том, какие схемы придуманы, чтобы их обойти. Да-да, сейчас вы скажете, что, мол, вы можете нам нового рассказать. Как продавали БелАЗы в страны третьего мира, так и будут их продавать. Ну, во-первых, это, как оказалось, тоже проблема. А во-вторых, а что вы скажете, если мы покажем вам, как БелАЗ, благодаря вот таким схемам, продает свою технику в Европейский Союз? БелАЗу вновь приготовиться. Мы не договорили, а значит продолжаем. Итак, как мы говорили в своих фильмах, более 70% всей произведенной техники под брендом БелАЗ поставляется в Российскую Федерацию. Монополистом в поставках самосвалов является торговый дом БелАЗ, который регулирует все продажи, постпродажный сервис самосвалов, занимается логистикой и снабжает покупателей расходными материалами. На этом зарабатывают все, кроме главного предприятия БелАЗ. Вся схема выстроена так, чтобы дилеры и дилеры дилеров, которые ничего не производят, являясь лишь по сути перекупщиками, зарабатывали больше самого холдинга. Это нужно, чтобы семья Лукашенко максимально много оставляла себе. Как мы уже сказали в начале фильма, такие схемы принесли по меньшей мере $5,5 миллиардов США. Холдинг зарабатывает меньше, но он же должен производить сами самосвалы, закупать металл, платить зарплаты, платить налоги, чинить вышедшее из строя оборудование, платить за электроэнергию, платить за различного рода коммунальные услуги и, конечно же, заниматься социальным обеспечением города, будучи градообразующим предприятием. В итоге чистая прибыль холдинга мизерная. Чтобы как-то сводить концы с концами, холдинг прибегает к получению кредитов, субсидий, пользуется льготным списанием кредитов. Все по сути за счет государственного бюджета Республики Беларусь. Подвинуть торговый дом БелАЗ и семью возможности нет. Стало быть, зарабатывать больше на основном рынке сбыта, который хоть и начал проседать, но до сих пор приносит основную прибыль, также возможности нет. Так Лукашенко еще и подливает масло в огонь, устанавливая на государственном уровне нормы по выходу на новые рынки сбыта, увеличению рентабельности предприятия, диверсификацию и прочее. Что касается БелАЗа, Сергей Иванович, падения не будет? Пока идем на уровне 85%. Мы предпринимаем меры, чтобы к концу года сохранить темпы, которые были набраны в предыдущие 3. Сейчас основной акцент у нас... Там темпы были неплохие. Да, так они как были вот очень серьезные. Ну, Сергей Иванович, это чтобы не было далекой перспективы. Вы правильно говорите, надо опытные образцы брать в головное предприятие и производить, продавать, но качество не забудьте. Цинизм? Да. Наглость? Естественно. Популизм? Ну куда ж без него. Такие заявления делаются именно для внутреннего пользователя, чтобы все видели, мол, посмотрите, как он держит все в крепких руках, хозяйственник, да без него бы все это развалилось. Теневая сторона БелАЗа – это наша вотчина. Эту неудобную правду пропаганда вам не покажет, но те, кто ее увидит,
сразу задумаются, все ли в порядке в нашей стране. И прописавшийся нынче в СИЗО Никифорович, и его сменщик Лесин все хорошо понимали и понимают, и стараются искать выходы. Ведь если не выполнить то, что Лукашенко публично от тебя потребовал, есть вероятность поменять адрес прописки. И тут начинаются танцы. Поиск иных рынков сбыта идет постоянно, и под каждый регион придумана своя эксклюзивная схема. Причина этому – санкции. Особенно болезненными являются санкции США, ведь немногие в мире хотят попасть под действие вторичных санкций США. Не так давно мы рассказали про проблемы БелАЗ в Индии и попытку обхода санкций. Из закрытого доклада Министерства промышленности следует, что ключевая проблема в проведении платежей заключается не в отсутствии маршрутов проведения платежей из Индии в Республику Беларусь, а невозможности проведения платежа на участке Индийский банк, индийский филиал ВТБ и ПАО Сбербанк из-за отказа ряда индийских банков осуществлять прямые или косвенные платежи в адрес ОАО БелАЗ, находящегося в санкционном списке ОФАК, особенно с учетом указа президента США от 22 декабря 2023 года. Но и это еще не все. По результатам встречи в марте 2024 года в Министерстве финансов Индии направлено ходатайство за подписью министра промышленности Республики Беларусь на выдачу разрешения рекомендаций индийским банкам на проведение платежа в адрес БелАЗ. Министерство финансов Индии провело совещание с руководством двух банков, в ходе которого вышеуказанные банки отказались проводить платежи в любой валюте от потребителя компании Coal India Limited, адрес общества БелАЗ, на расчетный счет в индийском филиале ПАО Сбербанк. Компания Coal India Limited в рамках поиска маршрута платежа для расчета с обществом БелАЗ проработала возможность оплаты через банки SBI и Индусинбанк, которые в конечном итоге, несмотря на предварительное согласие, отказались в проведении платежа в адрес санкционного предприятия. Другими словами, привести они могут, а вот получить деньги нет. Но Индия — это, мягко говоря, не самое правовое государство, и одним из решений может быть то, что ранее было предложено русским. А именно, по опыту банков ВТБ и Сбербанк, платежи в адрес российских предприятий и санкционных предприятий других стран осуществлялись только в рамках межправительственных протоколов, либо специальных разрешений Министерства финансов Индии. Отметим, что вот эту информацию наши североамериканские партнеры особенно восприняли с воодушевлением. Вопрос в том, уговорит ли Лукашенко Индию пойти на опасные шаги или нет. И такая ситуация не только в Индии. И вот для этого под каждый регион есть своя схема поставки продукции под маркой БелАЗ. И давайте с этими схемами познакомимся. Для реализации продукции в страны Латинской Америки применяется следующая схема. Интересы БелАЗ на территории Чили, Перу и других стран Латинской Америки представляет компания Kayak Latina America. До 21 февраля это была компания БелАЗ Latin America, которая была образована компанией FinMining со 100% долей общества БелАЗ. БелАЗ, компания FinMining, осуществляет поставку карьерной техники в Чили, адрес компании Kayak Latina America, после чего эта компания предоставляет технику конечному потребителю на условиях аутсорсинга, что обусловлено особенностями реализации техники на рынке Чили и Перу. Интересы БелАЗ на территории Исламской Республики Иран представляет компания Rastaq Mining Machine. В связи с санкциями ЕС и ОФАК в отношении БелАЗа, в отношении самого Ирана, запретом работы с санкционными предприятиями Республики Беларусь и с целью обеспечения возможности поставки техники и поступления оплаты была определена схема поставки с участием компании Smart Machinery Center. Необходимость работы через данную компанию еще до 2021 года была вызвана нахождением Ирана под санкциями и наличием в комплектации самосвалов БелАЗ комплектующих производства ЕС и США. Для реализации продукции в Алжир применяется достаточно схожая схема. Поставки продукции осуществляются вновь через компанию Smart Machinery Center. Она, к слову, зарегистрирована в Объединенных Арабских Эмиратах.
которая реализует продукцию через представителя в регионе, то есть компанию Белмека, которая имеет опыт по организации сервисного сопровождения поставленной техники БелАЗ. Реализация продукции в Марокко практически такая же. Есть еще схемы поставок в Африку, где основной игрок это торговый дом БелАЗ и Лямин, а также еще несколько регионов, где задействован кошелек Лукашенко Зайцев. Данная информация не так важна, мы привели лишь несколько примеров, здесь главное в другом. Как вы заметили, схемы достаточно простые. Основной принцип заключается в нахождении фирмы прокладки, а лучше двух, в регионе нахождения потребителя, которые прямо связаны с головным предприятием. Но все равно это порой не приводит к нужным результатам. Так работа в Чили оказалась под вопросом из-за того, что банк Santander Чили решил расторгнуть в одностороннем порядке договор с БелАЗ и закрыть их корреспондентские счета из-за все тех же санкций США, а именно из-за нахождения БелАЗ в публичном реестре ОФАК. Но и это не конец. По сути, начиная с 2020 года, деятельность на всех направлениях стала очень сложной. Замороженными оказались сотни миллионов долларов. На 2022 год в Бельгии зависло 775 тысяч долларов, в упомянутом Чили 36 миллионов, в Индии и даже в Монголии суммарно более 18 миллионов долларов США. Весь список замороженных средств сейчас на ваших экранах. Но БелАЗ не сдается. Как мы уже сказали, постоянно ищутся схемы, лазейки, чтобы не только обойти санкции, но и как-то распорядиться имеющимися замороженными средствами. В Чили пытались перевести деньги в Банк Бразилии. Тщетно. В Бельгии нанимали независимых юристов и пробовали вывести деньги за пределы Европейского Союза. Не получилось. В Монголии также пытались завести деньги на счета в казахские банки. Результат тот же. В Сингапуре пытались и перевести деньги в Казахстан, и переименовать компанию. Что-то пошло не так. Как правило, все заканчивается подписанием договора уступки прав или проведения взаимозачетов. В результате такого договора цессионарий становится новым кредитором по отношению к должнику и приобретает все права на получение долга или выполнение обязательств, ранее принадлежащих первоначальному кредитору. Какие еще попытки? БелАЗу даже пришлось прибегать к помощи соратникам по санкционному пулу, то есть к русским. И схема там проста. Россия полагается на сложные транснациональные цепочки поставок, чтобы питать свою военную машину и обеспечивать производство военной техники для поддержания своих военных усилий. Подобные сети также пытаются уклониться от санкций, используя запутанные схемы перемещения денег и других ценных товаров и активов. Одна такая схема была предложена не только БелАЗу, но и МАЗу. Комэкс-Про – офшорная компания, недавно зарегистрированная в Арабских Эмиратах. Она не связана с санкциями США, ЕС или Великобритании в отношении Беларуси. Она готова задействовать свою коммерческую сеть, то есть государственные и частные контакты, используя необходимые ресурсы для организации и создания специальной эксклюзивной сети продвижения и распространения оборудования МАЗ и БелАЗ. Данная схема в целом пока не задействована на 100%, но что-то нам подсказывает, что скоро эта схема станет вновь актуальной. Так что санкции работают. Они не бьют по простому человеку, так как простой рабочий живет в пределе тех возможностей, которые для него отмерены. Это режим пытается сохранить холдинг только для того, чтобы как можно больше на нем и заработать. Какие же основные негативные последствия для БелАЗ от санкций и как их пытаются преодолеть? То есть обойти. Есть в нашем распоряжении и такой документ, и из него следует что? К санкционным рискам и ограничениям подпадает сложность взаимодействия с финансовыми и иными организациями, то есть отказ от взаимодействия с БелАЗ, запрет ввозить в Беларусь европейское оборудование. Как это пытаются обойти? Есть комплекс решений, и изначально он заключается в обращении в государственный орган, то есть Министерство иностранных дел Республики Беларусь. И официально якобы не государственный орган, но подчиненный ему, типа Белорусской торгово-промышленной палаты, споры о которой не так давно разгорелись в Координационном совете. Некоторые депутаты, выступая, заявляли, что, мол, не все ж в Белорусской торговой промышленной палате такие плохие, и не надо всех под одну гребенку. Как разграничить хороших от плохих, никто не сказал.
Ровно как лично заняться решением данного вопроса тоже никто не захотел. Ладно, далее. Попутно есть план по созданию новых юридических лиц, которые якобы не аффилированы с БелАЗ. Есть проблема валютных ограничений. Тут вам и невозможность открытия счетов, невозможность расчета и использования системы SWIFT с попутной блокировкой счетов. Решения, его по сути нет. Отделались отпиской в стиле «нужно быть внимательнее» и «может быть в будущем мы используем Китай». Пунктов в документе много, но остановимся еще на одном – взаимодействие с контрагентами. Главные проблемы – вторичные санкции, привлечение их к ответственности. В Европе это теперь еще и уголовно наказуемое деяние. Как это решать? По мнению специалистов БелАЗ, это достаточно просто. Согласно вот этой записке, все сводится к организации информационной безопасности. Все, других хороших советов у них нет. Но лучше всего раскрывает всю катастрофичность ситуации БелАЗ доклад генерального директора Лесина так называемому премьеру Головченко. Помимо указанных выше проблем добавляется еще логистика и невозможность исполнения договоров. На логистике остановимся подробнее. Покажем на примере, как работают неработающие санкции. Из доклада следует, что доставка одного самосвала БелАЗ в Индию в 2020 году составляла $60 тысяч США. В 2024 году эта цифра удвоилась, не менее $130 тысяч США. Во Вьетнам составляла $12 тысяч США, в настоящее время не менее 30. В Зимбабве была 30, в настоящее время не менее 75. И каждый санкционный удар удлиняет и, соответственно, удорожает эту и любую другую схему обхода санкций. Как мы говорили в наших фильмах, в 2023 году 70-75% всего экспорта техники БелАЗ занимала Россия. Но теперь и с этим есть проблемы. И связано это в том числе и с тем, что доля Российской Федерации во внешнеторговом обороте по итогам первого полугодия 2024 года составила уже 96%. Но так неработающие санкции вновь ставят палки в колеса. И тут уже речь идет не о санкциях против Беларуси, а о санкциях против России, так как многие санкционные ограничения напрямую затрагивают деятельность ведущих горнодобывающих компаний, которые экстренно стали сокращать добычу угля. Согласно докладу Лесина, за январь-май 2024 года каждая вторая российская угольная компания оказались убыточными. Совокупные убытки угольных компаний за указанный период составили 72 миллиарда рублей, рост в 3,7 раза к аналогичному периоду прошлого года. И не верить этому в данном случае поводов нет. Но какие выходы видит Лесин? По сути, он описывает как описанные ранее схемы, так и схемы, к которым мы вот-вот подойдем. Так вот, Лесин предлагает для экспортных поставок БелАЗ используются схемы с привлечением неподсанкционных белорусских и российских компаний. Перечисляются Лицельмаш, Евромаркомплект, Росмарк, чтобы обезличить прямую санкционную связь с продукцией для потребителя и обеспечить возможность расчетов за поставляемую продукцию. Перечисленные компании — это по сути компании-прокладки. Давайте вновь их проговорим. Росмарк, Лицельмаш и Евромаркомплект. Запомните их. А пока еще отметим, что для обхода санкций также предлагается переориентировать товаропоток по морским путям через российские порты в Санкт-Петербурге, Новороссийске, Астрахани, а также Грузию и Каспийское море на судах под флагом России либо стран, не поддерживающих санкционные решения в отношении БелАЗ. Так, в 2024 году в Армению по новому логистическому маршруту через Иран поставлено 8 самосвалов БелАЗ на сумму $8,6 миллионов США. Есть в нашем распоряжении и еще один очень интересный документ. Это служебная записка начальнику юридического управления БелАЗ. Очень подробно на этом документе мы останавливаться не будем. По сути своей они все однотипны, но в некоторых есть изюминки, которые невозможно не показать. Так вот, в этой должностной записке мы нашли один интересный момент по обходу санкций. Звучит проблема так.
сложности в осуществлении доставки продукции потребителю и получения оплаты отгружаемой продукции. И каковы решения, по мнению БелАЗ? Первое. Снятие логотипов БелАЗ, идентификационных табличек, указывающих на модель техники и производителя на продукции и ящиках. Исключение в маркировках производителя и отправителя БелАЗ для минимизации риска возврата, ареста или других запретов. И вновь. Литсельмаш, Евромаркомплект, Росмарк и компания кошелька Лукашенко-Зайцева Сохра. С Сохрой все понятно. Росмарк. Учредителями этой компании являются 3 человека. Кеда Евгений Васильевич, Павлюковец Александр Иванович, Чернявский Сергей Эдуардович. Директором этой компании является Кукаренко Илья Николаевич. 3 из них, Кукаренко, Кеда, Павлюковец, имели прямое отношение к совместному белорусско-испанскому предприятию по производству мебели «Белюкс». И еще, Павлюковец Александр Иванович долгое время работал коммерческим директором ЗАО «БелАЗ Кавказ Транссервис». Так что люди в теме и понимают, чем они занимаются и зачем они именно этим занимаются. Вообще, основная задача общества Росмарк – поставка запасных частей в обход санкций. Если быть точнее, Росмарк поставляет комплектующие в Грузию. А что Литсельмаш и общество Евромаркомплект? Значит, настала пора и можно смело приступать к десерту. В самом начале фильма мы сказали про поставки техники в Европейский Союз. И сейчас мы готовы показать вам эти схемы. Именно схемы, так как их 2. По своей сути они не хитрые, но одна из них является чуть более интересной. Забегая вперед, скажем, техника БелАЗ поставляется в Словакию, Чехию, Болгарию, Литву и даже Польшу. Итак, как техника БелАЗ попадает в Болгарию? Интересы БелАЗ на территории Болгарии представляет компания БелАЗ София. В связи с санкциями ЕС и ОФАК, запретом работы с санкционными предприятиями Республики Беларусь и с целью обеспечения возможности поставки техники и поступления оплаты, была определена схема поставок через ОАО «Управляющая компания холдинга Литсельмаш». Далее в адрес компании «Премьера 2005». Которая является дочерней компанией БелАЗ София. Выбор компании обусловлен тем, что ОАО «Управляющая компания холдинга Литсельмаш» является одним из крупнейших холдингов сельскохозяйственного машиностроения страны в структуре Министерства промышленности, а также обладает опытом работы с зарубежными клиентами, что, несомненно, является одним из ключевых ее преимуществ. Литсельмаш осуществляет поставку карьерной техники и запасных частей в адрес компании «Премьера», после чего компания «Премьера» поставляет карьерную технику и запасные части конечному потребителю. Маржинальность Литсельмаш при реализации карьерной техники составляет смехотворные 0,5%, при реализации запасных частей 2%. По сути, это очень мало. Тем более за такие действия Литсельмаш может и обязательно попадет в санкционные списки, можете не сомневаться. Но в Беларуси все управляется государством. И для Лукашенко БелАЗ важнее Литсельмаш. И поэтому в документе есть даже соответствующая сноска. В случае возможного ужесточения санкционных ограничений или невозможности работать через Литсельмаш, возможна реализация вышеуказанной схемы с участием другой организации в структуре Министерства промышленности с сохранением аналогичных условий по маржинальности. Другими словами, Лукашенко плевать хотел на предприятия, и если надо, именем, естественно, революции, все предприятия Минпрома поставят под санкции. Гениально! Как доставляются грузы в Болгарию? А доставляются они следующим образом. В Беларуси БелАЗ разбирают, якобы продают его неподсанкционному предприятию Литсельмаш, и далее перевозчик перевозит этот ценный груз через Польшу прямиком в Болгарию. Но предварительно, согласно вот этого письма директора БелАЗ София Ильяна Рангелова в адрес БелАЗ Холдинг, необходимо обязательно снять все эмблемы, таблички и надписи БелАЗ или Жодина и произвести маркировку надписью Литсельмаш. И все. Товар больше не подсанкционный. И сколько же по такой схеме было поставлено техники? В рамках контракта в адрес Литсельмаш в 2001-2002 годах
поставлено 14 единиц техники на общую сумму $12 миллионов США. В 2024 году заключен контракт на поставку 10 карьерных самосвалов БелАЗ в базовой комплектации без двигателя внутреннего сгорания в адрес ведущего болгарского потребителя Асарел Метед через, естественно, Литсельмаш. Вот такая схема поставки техники в Болгарию. А какова же схема поставок техники в Польшу? Ну, в Польше пошли и еще дальше. Схема красивее. Интересы БелАЗ на территории Польши, Чехии, Литвы, Словакии представляет польская компания Polmark Kielce. В связи с санкциями ЕС и ОФАК, запретом работы с санкционными предприятиями Республики Беларусь и с целью обеспечения возможности поставки техники и поступления, естественно, оплаты, была определена схема поставки с участием компании общества Евромарк Комплект. Выбор компании обусловлен тем, что Евромарк Комплект была создана как якобы представительство компании Polmark Kielce в Республике Беларусь 20 марта 2022 года для работы с белорусскими предприятиями для двухсторонних поставок продукции как из ЕС, так и в ЕС. Но ситуация куда более интересная. Единственным учредителем этой компании является уроженец города Жодино Томчик Александр Николаевич, который с 2011 по 2020 год работал представителем БелАЗ Холдинг. Отец Томчика тоже работал на БелАЗе в должности юрисконсульта. Так что вновь люди не случайные. Но как выглядит эта схема в деталях? Суть ее проста. Давайте на пальцах. На территории Польши есть компания Polmark Kielce. Она польская. Она является сертифицированным дилером БелАЗ Холдинг. Протоколом от 18 декабря 2023 года, который сейчас на ваших экранах, дилерский договор продлен аж до 31 декабря 2028 года. Polmark Kielce гордо занимает свое место по соседству с Б24, Промтехснаб, СКМ, Автохимаш, знакомые компании, не так ли? Все они фигурировали в наших фильмах. Соседство серьезное, ничего не сказать. Но поляков это, видимо, не смущает. Polmark, по сути, ничего сам не производит, являясь, по сути, сборочным цехом. Сперва БелАЗ разбирает свой самосвал и по бумагам якобы продает его компании Евромарк Комплект. Далее разобранный БелАЗ уже вроде как не от холдинга, а от фирмы прокладки едет в Польшу, где его вновь собирают. Только теперь он называется не БелАЗ, а Кронос. Вот так. Приехал БелАЗ, а теперь это Кронос. Серьезнейшая маскировка. Не узнать родной БелАЗ. Я тебя тоже не сразу узнал. Внутреннее отличие есть. Внутрь ставят двигатели внутреннего сгорания брендов Scania, Volvo или Liebherr, так как они соответствуют повышенным стандартам Европейского Союза по выбросам в окружающую атмосферу. И дальше уже самосвалы не марки БелАЗ, а Кронос продаются в Чехию, Литву и другие страны Европейского Союза. Всего, например, в 2022 году в ЕС была поставлена продукции на сумму $1,5 миллиона США. Мало, но на 2024 год планировалось поставить 29 самосвалов и запасных частей. Но эта дорога не односторонняя. Вы же видели сноску в ЕС и из ЕС. Подсанкционный БелАЗ безумно нуждается в комплектующих западного производства. И Polmark Kielce готова прийти на помощь, даже невзирая на санкции. Так, автомобильные кресла поставляются именно польской компанией Polmark Kielce и исключительно по уже указанному маршруту. Polmark, Евромарк Комплект, БелАЗ. Но Polmark решил пойти немного дальше, решив поучаствовать в тендере на поставку самосвала БелАЗ, ну то есть уже Кронос, на рынок Филиппин. Так сказать, деньги не пахнут, и почему бы не попробовать? И ладно бы руководство польской компании не знали, с кем они работают. Ну мол, их ввели в заблуждение. Но они знают, они точно знают.
Во-первых, это доказывает документ, продемонстрированный ранее, а именно протокол от 18 декабря 2023 года. Во-вторых, осведомленность показывает и этот документ, в котором еще не подследственный Никифорович предлагал в 2022 году Полмарк стать спонсором футбольного клуба «Торпедо Белаз». Поляки отказались из-за санкций, попутно выдав, для чего же была по-настоящему создана компания Евромар Комплект. Директор Полмарк Кельце Марек Сверч все максимально полно расписал. И нужна эта компания-прокладка исключительно для обхода санкций. Не смущало их и то, что на Белазе увольняли рабочих по политическим мотивам, репрессировали инакомыслящих, и то, что Белаз — это личная кормушка клана Лукашенко. Иначе как объяснить посещение в составе делегации в марте 2023 года руководства Полмарк головного предприятия Белаз? Деньги не пахнут. Как доставляются грузы в Польшу? Тоже достаточно интересно. Через белорусско-польскую границу. Пока она открыта, такие схемы могут существовать. Пока она открыта, карман Лукашенко будет наполняться. Только возят их, чтобы не вызывать подозрений на границе. Польские водители. На ваших экранах письмо о разрешении польским перевозчикам приехать в Беларусь, которое направил холдинг Белаз в Минпром. Естественно, данное письмо было поддержано, и грузы по маршруту Козловичи, Жодино, Козловичи стали ездить регулярно. Помните доклад Лесина про обезличивание и служебную записку о снятии каких-либо привязок к Белазу? Так вот они. В Польшу просто едут какие-то детали от неподсанкционного предприятия Евромар Комплект, которое по документам сам это и произвел. Везут поляки, потребители поляки, и никаких нарушений. И активность в 2024 году должна только увеличиться. Но это, можем вас заверить, явление временное. Уж мы-то постараемся. Очень постараемся. Вторичные санкции, даже если это польская компания, никто не отменял. И каков вывод нашего фильма? Начнем с того, что сделан он на основе различного рода документов, а не выводом с головы. Так вот, санкции работают, и их должно становиться только больше. Хотелось бы, чтобы они работали лучше, но для этого нужно работать всем, а не небольшой части демократического общества, которая должна и найти информацию, и обработать ее, и потом самостоятельно искать, как же ее применить. В то время, когда часть будет рассказывать про неработающие санкции, часть сидеть на диване и ждать результат, а часть будет признавать режим, переворачивать страницу и радеть за снятие этих неработающих санкций. Так вот, увы, господа, санкции не могут и не станут разменной монетой. В то время, когда репрессивная машина не сбавляет оборотов, и когда идет война в Украине, этого допустить мы не можем. Иначе через совсем небольшой промежуток времени вам торговать будет уже просто нечем, да и незачем. А заявления про солидарность с Украиной будут звучать, мягко говоря, цинично. В стиле признаваемого вами Лукашенко. Снятие санкций равно укрепление режима. Возможность военной машине не только Беларуси, но и России работать с повышенным КПД. А кошельку Лукашенко только наполняться все больше и больше, втягивая уже Беларусь в войну. Мы понимаем, что многим хочется вернуться в Беларусь. Но мы хотим вернуться в свободную Беларусь. И это большая разница. По большому счету, до 2023 года санкции были не так опасны для системы. Дико неприятными, некомфортными, но не критически опасными. Теперь эта ситуация меняется. Схемы обхода санкций, поставки, фирмы-прокладки – все это будет блокироваться. С 2023 года начались санкции не ради санкций или политического пиара, а санкции для результата. Вся информация, использованная в данном фильме к моменту его выпуска, будет передана нашим партнерам, и в реакции можете не сомневаться. А если кто-то устал, выдохся, потерял мотивацию или решил поиграть с Лукашенко в игру по его правилам, отойдите в сторону. Для вас все закончилось. Для нас же ничего не закончено. И не закончится это, пока мы не победим. Живи Беларусь!